С 27 мая российский нацперевозчик «Аэрофлот» планирует увеличить число рейсов в Турцию, а именно в Стамбул и Анталию, до 3 рейсов ежедневно. По планам перевозчика рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Подписывайтесь на канал и на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе последних новостей из мира туризма. Таким образом, российские и турецкие перевозчики будут перевозить 35-50 тысяч туристов из России в неделю. На курортах Турции сняли практически все коронавирусные ограничения. Носить маски в отелях не нужно, а шведский стол в гостиницах снова работает в обычном режиме. Можно накладывать себе еду на тарелки самостоятельно. О том, что ковид когда-то был, напоминает лишь камера-термосканер входа в отель, который, возможно, и не работает. И еще тот факт, что часть номеров отеля все еще должна оставлять пустыми. Вдруг кому-то из постояльцев не повезет и потребуется карантин. Пишет Атор, и HES-коды также уходят в прошлое. А для внутренних переездов или перелетов по стране сертификата о вакцинации или ПЦР-теста больше не требуется. Что касается отношения турок к россиянам, на фоне ситуации на Украине оно осталось таким же теплым, как и раньше. В Турции туристов из России ждут и готовятся к началу сезона, устанавливая платежные терминалы банков, обслуживающих карты МИР не только в отелях и ресторанах, но и в аптеках и сувенирных лавках. Только вот путевки на это лето стали дороже на 15-30% в сравнении с 2021 годом.